Теперь я буду крепить через бисер к этим бейлам украшение само. Это будет через, может быть, через бусину и через крупный бисер. Сейчас посмотрю. Так. Так, наверное, через Сваровски. Значит, 1, 2, 3, 4, 5. И почему 5, когда вот так будет? Нет, вот так будет. Так. Так, я сейчас вот эту сделаю, а потом уже вам покажу на второй, потому что мне подумать сначала надо. Значит так, соединила я одну, распускала 2 раза. Так получается. Значит так, я набрала 1/9 чешского бисера, так. И теперь 4 миллиметра жемчуг Сваровски, 2 5/9 и 2 делики зеленые. Так, вошла в этот бейл, вышла из него. Так. Опять набрала 2 девятки и вошла в жемчуг Сваровски. Так, и прошла через жемчужинку и через еще следующую бисеринку. И вхожу опять туда, откуда вышла. Видно? Но если не видно, то... Так, сейчас подтяну, поправлю. Угу. Вот. И получилось у нас вот так. Так. Сейчас я вхожу через одну рядышком. Мне показалось, что так будет лучше всего. Так, хорошо подтягиваю. И тут я работаю фейрлайном. Простой ниткой я бы это не решила сделать. Ну, решилась бы, наверное, но и то не простой ниткой, а вот этой, которой я вышиваю, она очень крепкая. Но фейрлайн, конечно, в этом плане для сборки крепче. Это 18 миллиметров. У меня 0,18. Правильно будет сказать так. Теперь то же самое я делаю на зеленую жемчужинку Сваровски. Набираю 2, значит, и вхожу тогда, и прохожу через эти 2 делики. Я тут уже делику не набираю, а прохожу через них, через те, которые есть. Вот. 1, 2. Я через них прошла. Так. Теперь я набираю опять 2 девятки чешские. Надо сюда пройти, в эту сторону как-то. Ой, неудобно, да? Не видно и показывать неудобно. И вхожу в жемчужинку Сваровски и прохожу бисеринку. Вот так. Ну, делаю такие вот петельки. Вот. Значит так. 1 бисеринка 9, значит, Сваровски жемчужинка и 2 бисеринки. Тут 2 делики. И 2 раза я прошла через эти 2 делики. Вот. Не 2 раза? Ну да, 2 раза получается. Так. Ну и вот такие вот у меня получились петельки. Вот. Больше я ничего не буду здесь делать. Просто так, у меня 1, 2, 3, 4, 5. Здорово. Так, теперь мы сделаем тогда так. Ну, какие-то тут еще я зубчики сделаю. Ай-яй-яй, неудобно. Видите, как все уже в конце все путается. Ну, в общем, должна выйти я из этой бисеринки. Как сказать, если не уменьшительно-ласкательно? Через этот бисер я должна пройти. Так, наверное, было бы правильно. Прохожу через этот бисер. Бисер — это множественное число. Не знаю, как правильно сказать. Вот так. Теперь, ну, и сделаю такие вот тут зубчики из 3. Так. Ну, тут что я сделаю? Что я тут могу сделать? Что я тут могу сделать? Тут одна остается, да? Ну и ничего я тут не буду делать, а вот такую поставлю. Нет. Сделаю.
поставлю маленькую-маленькую жемчужинку Сваровски. Вот эту вот. Симпатичную такую. Вот закреплю ее. И пускай она тут стоит. Поскольку здесь одна у нас остается в середине. Так. Так, вот так ее закрепила. И тут опять сделаю 3. Опять наберу вот эти зелененькие, светло-зеленые. И вот такой вот сделаю опять такой зубчик, что ли, как он тут правильно называется. Опа-па. Вот так. И вот так получилось вот такое вот колье на... Тут, конечно, плохо видно, но я потом хорошо все это покажу. Значит, это я закончу. Это я закончу не на камеру, потому что с этой стороны ниткой я пройду в эту сторону еще, а с этой стороны ниткой я пройду в эту сторону. Ну и закреплю как-то их еще. Вот. Ну вот так, закончила я, значит, закреплять ниточку. Прошла еще раз по этим, по вот этим бисеринкам, опять-таки, по этому бисеру, который крепится к бейлам. И сейчас я обрежу ниточку. Обрежу эту ниточку фрейлайна. Вот. Все хорошо. Так, значит, теперь вот она уже больше не нужна. Значит так, сюда я поставлю замочек. Все это уберу. И тогда расскажу вам, что и с чем едят. Что тут вообще использовалось. Так, значит, замочек. Что касается замочков. Значит, у меня, конечно же, есть золотые. Под золото. Но я немножко к этой фурнитуре так отношусь. Вот те, которые проверенные, все хорошо, все нормально. А под золото замочки, кто их знает, как они будут носиться. Просто мне присылали на переделку такие украшения, где замочки темнели, очень некрасивыми становились. Поэтому я поставлю вот эти под бронзу. Я не думаю, что они тут так будут резать глаз. Либо золото, либо это, скажем, старое золото. Вот. Вполне, мне кажется, здесь все это подходит. И вот я возьму колечки. Колечки у меня двойные. Я использую. Ну, тоже будут такие под бронзу. Вот. Что ж такое? Ниточка. Так. И поступлю так в данном случае. Я отгибаю колечко. Ставлю сюда замочек. И если человек не левша, но мне не говорили, что там левша, и поставлю его сюда. С этой стороны. Вот так. А с этой стороны я поставлю просто колечко. Отгибаю. Очень качественные эти колечки. Они 7 миллиметров. Такие не маленькие, нормальные, скажем. Ну и вот так. Во всяком случае, вот этим замочкам я доверяю. Потому что они у меня уже проверены давно. Вот. Что касается колье. С колье работа закончена. Теперь я его сфотографирую прилично и покажу заказчику. Если ему там все понравится, все хорошо, тогда я буду делать серьги. Пока серьги делать не буду. Но сейчас вам расскажу, с чем я тут работала. Так, значит так. Идем от главного камня. Вот это. Это камень рубин в цаизите. Размер тут не важен, потому что, ну, какой купите, такой и не суть важно. Так, значит, дальше. Тут жемчуг Сваровский. Это шестерочки, это четверочки. Это шатончик, кажется, 5 миллиметров. Это 6. А это восьмерочка. Такой в ажурных цапах. Вот, но здесь все с этим понятно. Что касается того, чем тут обшита шестерка, 6-6. Это агат граненый, это жемчуг Сваровский. Так, дальше пойдем. Это тела, это нефрит, колпачки под золото. Вот такие, ссылочку на них всегда даю. Очень хорошие, и их там продается в упаковке 1000 штук. Но это совсем немного. Это так кажется 1000, ах, как много, но это совсем немного. Дальше, значит, указку возьму, как учительница. Вот это кристаллик, значит, 7×15. Он такой с АБ покрытием, зелененький. Я ссылочки дам.
Надо посмотреть, потому что мне, когда буду ссылочку давать, тогда название это увижу, потому что я не очень помню эти названия все. Он такой лайт зеленый какой-то там, светло-зеленый такой. Не помню, как называется. Это нефрит, как говорила, шестерка. Это жемчуг Сваровский, шестерка. Это четверочки. Что тут еще? Это тела чешская, 6 миллиметров. Так, это 6, это восьмерка, это восьмерка. Такой шатончик. Очень хороший, кстати, этот шатончик. Они есть разных размеров, и они у меня есть многие. У меня все тут, все кристаллы, все шатоны в золотых цапах. Дальше идем пониже. Это капелька, кабошончик, капелька. Это яшма камбаба называется. Тут везде тоже это четверочки, жемчуг Сваровский, это шестерочка. Как эти называются? Пойду гляну, если я найду. Сейчас скажу. Нашла. Вот это называется, это чешские, не японские, называется Арнелла чили. Чили. Вот эти вот, как зубчики такие дракончика. Арнелла чили. Вот. Значит, так, это Сваровский, 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 четверочка. Это шестерочка. А это бусина 12, кажется. Да. Это бусина флюорита. Вот я подвесила тоже в колпачке. Вот такую. Ну, а тут тоже это бусинки флюорита. Тут тоже бусинки флюорита. Это нефрит, покрупнее, помельче. Ну, это шел, значит. Ну, что тут еще? Жемчуг Сваровский тут есть. А вот это от браслеты такие. Я покупала на разборку. И вот это рубин в цоизите. Ну, вроде как все и понятно. Вот. Изнанка у меня всегда кожа. Кожа натуральная. Вот вроде как и все. Вот, девочки. Вот такая работа. Спасибо, что были со мной. Буду рада, если вам понравилось. И здорово, если пригодится. Вот это такие бейлы золотые. Я постараюсь, они у меня очень давно, я постараюсь на них найти ссылочку. Редко их использую, но есть вот иногда. Ничего, такие симпатичные. Вот вроде как и все. Все, девочки, всего доброго. До свидания, до новых встреч. Сейчас, так сказать, по скриптам. Девочки, кто внимательно смотрел, тот увидел, что я допустила ошибку. Я допустила ошибку, и я не набрала колпачок с одной стороны. Ну, кто внимательно смотрел, это должны были видеть. И просто вот хочу сказать, что я все это распустила, по новой переделала, собрала уже все правильно, потому что когда говоришь, вот снимаешь, так иногда такое случается. Вот, поэтому нет. Ошибки мы стараемся не допускать, но если случается, то всегда переделываем. Тут уж ничего не поделаешь. Ну вот, а теперь все. До свидания.